Привет! Очень часто мы являемся свидетелями каких-либо происшествий. Как по-английски передать фразу «на моих глазах», если вы случайно стали свидетелем какого-то происшествия, или, допустим, вас кто-то очень сильно напугал, и вы хотите сказать, что у меня перед глазами вся жизнь пронеслась. Об этом в сегодняшнем видео. Напоминаю, у меня есть Instagram и Telegram, handle для обоих аккаунтов одинаковый Kirelt_English. К подготовке сегодняшнего видеоурока я использовал, опять же, корпус современного американского английского языка. Меня в комментариях спрашивают, что это за корпус, чем его едят. Товарищи, у вас есть Google, он вам лучше меня все расскажет и покажет. Просто вбейте в поиск по-русски или по-английски или по-китайски, какой язык you feel more comfortable with, corpus, и он вам выдаст всю информацию. Вооружившись корпусом, я посмотрел, какие статистику по глаголам, которые наиболее часто можно встретить с этой фразой. Кстати, и фраза сама тоже очень интересная. Теперь я хочу дать вам такое мини-задание. Прежде чем вы будете смотреть дальше, попробуйте себе по-русски написать на бумаге примеры предложений, которые часто вы используете именно с этой фразой «у меня на глазах» или «перед глазами». Чтобы понять вообще, как вы выстраиваете мысли в предложения на своем родном языке и потом сделать анализ, сравнить с английским языком. Это делать очень полезно, особенно если у вас высокий уровень английского языка. Давайте посмотрим на примеры. Первый пример. It disappeared right before my eyes. It disappeared right before my eyes. Глагол disappear очень часто у вас будет в кластере, и, собственно, фраза-то before my eyes. Все исчезло у меня на глазах. То есть вы стали свидетелем, может быть, допустим, вы смотрите какой-то фильм, или «Зыбучие пески» себе представьте, какое-нибудь болото. Вот машина туда въехала, вы чудом выбрались из нее, и все остальное случилось у вас на глазах, машинка ту-ту. И вы кому-то это пересказываете. Может быть, полицейские приехали, может быть, еще кто-то. Right before my eyes. И слово right здесь является усилителем. Мы можем его выкинуть, если хотите. It disappeared right before my eyes. Также я вам хочу напомнить, что когда мы говорим по-английски, все слова между собой желательно соединить вместе, какие-то слоги редуцировать, какие-то слоги выделить, чтобы уложиться в ритм. Помните, английский язык — это язык ритма. У нас есть определенное количество времени. Каждый слог, ему дается определенное количество времени. Те слоги, которые безударные, нужно спрятать. Если вы не будете делать этого, речь приобретает ненативный, так сказать, или foreign feel, то есть звучит как-то очень странно. Но это по типу, когда вы пытаетесь кому-то напеть мелодию, никто ее не узнает, потому что у вас не совсем вокальные данные. Бывает. А чё? Здесь я хочу заострить ваше внимание на словосочетании my eyes. Смотрите, my заканчивается на полусогласный звук и, полутализованный, который и. Дальше мы начинаем следующее слово eyes с гласного звука а. Нам нужно сделать звук и. My eyes. Слышите, наш звук а превратился в звук я. My eyes, my eyes, my eyes. И это очень важно, чтобы вас поняли, и вам же будет легче это произносить. И также это важно, чтобы вы потом могли узнать это при аудировании. Creepy images flashed before my eyes. Глагол flash очень часто используется перед этой фразой. В другом также выражении мы сейчас это увидим. Creepy images flashed before my eyes. Обращаю ваше внимание, creepy — это натяжной tense звук и с глайдом. Creepy images flashed before my eyes. Если вы обратили внимание, слово flash с окончанием d произносится как будто бы в настоящей форме flash before my eyes. В мозгу у меня там flashed. Помните, так как у нас на стыке stop consonants, t, it's a unvoiced, stopped consonant, right? Альвеолярная. Нам очень трудно соединить это с другим согласным звуком. Stopped before my eyes. Смотрите, 3 звука на стыке. Stopped. То есть обычно, когда у вас звук п встречается, перед ним другой согласный, он должен быть stop, вы вот этот вот согласный т, который, вы его ополовиниваете и говорите stop before my eyes, или в нашем случае flash before my eyes. То есть ш и б мы произносим, т там где-то в пучине страстей потерялась, заблудилась.
Чем быстрее будет rate of your speech или скорость вашей речи, тем больше вот таких вот сокращений и редукций и deletion, удаления звука, будет у вас в речи происходить. Ну и, соответственно, если вы новичок и вы говорите очень медленно, у вас этих редукций просто не будет, их невозможно сделать, если вы очень размеренно говорите и каждое слово произносите отдельно. Ну и подходим к интересному выражению, прямая калька с русского языка. Вся моя жизнь перед глазами пробежала, промелькнула. Но это когда, знаете, вас напугали и очень страшно. То есть здесь смысл такой больше междустрочный. My whole life flashed before my eyes. My whole life flashed before my eyes. Вся жизнь пронеслась. Также в этой фразе имеется. Если вы стали свидетелем какого-то происшествия интересного, какого-то грустного, может быть, даже вы не хотели быть соучастником этого, как-то вот оно у вас на глазах произошло, вы можете сказать следующее. It all unfolded right before my eyes. It all unfold. Unfold — это просто вот раскрыть, да, что-нибудь. Fold, unfold. Когда что-то произошло, синоним слову happen. Соответственно, глагол happen мы то, что даже можем использовать. Например, it all happened right before my eyes. Может быть, вы стали участником, свидетелем транспортного какого-то происшествия и даете показания новостному какому-то агентству, либо полицейский офицер вас остановил, и говорите it all happened so fast right before my eyes. Опять же, вы слышите, я здесь использую слово right, оно здесь только лишь для усиления, то есть оно показывает, что вот прям быстро все, и я своими глазами, у меня на глазах. По-русски мы говорим я своими глазами увидел, у меня на глазах. В английском языке, видите, используется перевод перед. Не только прошедшая форма, кстати, может использоваться. It's all happening right before our eyes. Может быть, сейчас мы живем в историческое время. Помните, когда вот это вот корона-ковид у нас по земле блуждала, ходила. It all was happening before our eyes. Вы можете поменять my на our, в зависимости от того, какой смысл. Или, если сейчас что-то происходит, и вы свидетелем, соучастником этого всего являетесь, можно сказать it's all happening before our eyes. Before our eyes. Здесь у нас получается resyllabification, before our eyes. Слышите, да, вот этот звук? Это как раз, когда слог от одного слова отделяется и переходит к второму слову. Before мы берем отделяем, делаем из него rise, практически как рис, before our rise. То есть там слово our, мы его ополовинили и передвинули к другому слову, поэтому вот такое будет у вас очень часто, кстати, называется это resyllabification. Ну, то есть новый слог образуется. И этот же феномен затрудняет понимание речи на слух нам, особенно если у вас мало часов вы прослушали. Какие еще глаголы могут использоваться? Вот из всех, что я назвал, наверное, самые такие распространенные. Что-то негативное, опять же, destroyed. It was destroyed before my eyes. Может быть, какой-то шторм был, торнадо, либо кто-то специально чего-то там поломал. Вы говорите, it was destroyed before my eyes. Для чего это вообще делается? Вы тем самым хотите человеку сказать, что я был свидетелем произошедшего, и I have credibility, I'm a credible source of information. Как говорится, из первых уст, you can trust me, you should trust me. Информация real, not fake. Я не могу не упомянуть о еще одном выражении, которое в русском языке мы часто используем. Например, вы говорите, что, как у вас быстро дети выросли прямо на моих глазах. They grew right before my eyes. Либо вы можете сказать росли, либо выросли, там уже детали, в зависимости от контекста. They grew or were growing right before my eyes. То есть глагол grow используется. К чему я все это? Когда вы изучаете иностранный язык, очень часто паттерны пытаются влезть из родного языка в язык изучаемый. Очень полезно делать вот такого рода сравнительные упражнения. Потом вы пишете по-английски, смотрите примеры предложений из корпуса, ли вы их берете, либо вы берете их из онлайн-словаря, сравниваете, потом делаете какие-то выводы, пытаетесь это все запомнить. Я желаю всем отличных выходных. Happy Turkey Day, кто отмечает. Пока.